Всем привет, друзья, меня зовут Catfish Studio, и сегодня мы поговорим с вами о парном дрифте в Car X Drift Racing 2. В этой игре парный дрифт представляет из себя заезд из двух автомобилей, которые должны ехать по трассе конфигу, следуя определенным правилам и нормам, получая баллы за заезд. Соответственно, парные заезды в Car X — это соревновательный режим между игроками, где определяется победитель по тем вот баллам, которые игроки получают в течение заезда. Многие игроки постоянно думают, за что дают баллы в парных заездах и что нужно делать, чтобы получить за свой заезд максимум. Кстати, ролик был создан при поддержке Weekend Beers. Это, если что, команда такая, клуб по дрифту. Начнем с того, что в парных заездах есть множество элементов, за которые дают баллы. Постановка, корректировка при проезде, угол, клиппинг зоны и расстояние между автомобилями. Все эти вышесказанные факторы влияют на то, сколько баллов вы получите в конце заезда. Соответственно, чтобы получить высокие баллы и заезд ваш был красивым, вам придется научиться всем этим элементам. То есть вам нужно будет все это отработать на высоком уровне. Когда вы ставитесь, роль в баллах играет скорость автомобиля в момент постановки, насколько резко вы поставились и, конечно же, угол. Все эти три параметра влияют на ваш балл в парном заезде. Чтобы постановка была на высокий балл, вам придется хорошо разогнаться, включить высокую передачу, резко и, главное, уверенно поставиться в большой угол так, чтобы еще дальше ехать по траектории конфига. Если вы выполните все эти задачи на 5 с плюсом, то вы получите наивысший балл за постановку. Корректировка — это когда вы, допустим, едете по дуге и начинаете изменять угол вашей движущейся машины. К примеру, вот я еду ровно и резко решил сделать угол повыше. И, конечно, игра мне засчитывает сразу же корректировку, потому что в парном заезде нужно ехать очень плавно и уверенно, избегая любых дерганий вашего авто, и вы сможете не потерять баллы при проезде. Угол. Но это, наверное, я думаю, каждому понятно. Чем выше угол, с которым ваша машина движется по трассе, тем больше баллов. Вот этот кружок вам будет говорить о том, какие баллы вы получите в данном угле. Нужно стараться ехать так, чтобы ваша скорость не падала, и кружочек равнялся примерно таким значениям, как 101, 103. Тогда вы получите максимум баллов за заезд. Клиппинг-поинты, по-другому зоны, отмеченные квадратиками на трассе. Чтобы получить высокий балл за заезд, вам нужно попадать в эти клиппинг-зоны задним колесом вашей машины и одновременно иметь хорошую скорость и угол. Все эти факторы вместе влияют на то, сколько вы получите баллов за проезд клиппинг-зоны. И да, еще не забывайте, без корректировки вам нужно ее собрать. То есть, если вы будете ехать и не попадать в нее, решите дернуть ручничка, чутка скорректировав свою машину, то вы ее несомненно соберете. Да, но вы получите маленькие баллы за это. И вы подумайте о том, как будет ехать за вами ваш преследователь. Каково будет ему, если вы будете на протяжении всей трассы корректировать резко машину и дергать ручники, Подумайте о тех, кто едет за вами. Будьте человеком. Про начисление баллов, когда вы едете первым, мы поговорили. Ну а что же про того, кто преследует? За что тогда дают баллы человеку, который едет вторым? Расстояние между машинами. Это самый главный фактор, который учитывается при оценивании вашего заезда. Чем ближе вы едете к машине вашего оппонента, тем больше баллов вы получаете. Вам нужно стараться как можно ближе подобраться к его двери. Прям вот чуть ли не упираться в нее, но расстояние должно обязательно быть. Если вы будете касаться его автомобиля, то вам будут за это снижать баллы, потому что это контакт. Также, когда вы едете вторым, вам тоже нужно соблюдать плавность заезда. Если вы будете жестко корректировать вашу машину, то вы не получите высоких баллов. Поэтому, что вам нужно делать, когда вы едете вторым? Разгоняетесь близко к сопернику, становитесь в упор к нему и едете очень-очень близко к нему. Старайтесь сделать супер близкие перекладки, после чего вы должны ехать очень плавно, без корректировок. И тогда вы сможете получить 100 и больше баллов за заезд. В общем говоря, это вот основные такие элементы и факторы, которые нужно знать при езде в парных заездах в Car X Drift Racing 2. Конечно, знания этого вам не дадут опыта и скилла, но все же, благодаря этой информации, по крайней мере, я надеюсь, она вам помогла хоть чуть-чуть, вы сможете сделать для себя некие выводы и понять, что вам нужно тренировать больше. Чтобы катать хорошо и качественно парные заезды, вам самое главное нужен опыт. Собрав всю эту информацию о заездах, просто катайте в день большое количество заездов, и тогда со временем вы сможете понять, как работает механика игры, как едут машины, что нужно нажимать в определенный момент и так далее. Главное, не забрасывайте это дело. А если не начинали, то самое время начать. Парные заезды — это то, что движет данную игру вперед. Если понравился ролик, ставь лайк, оставляй свой комментарий под ним, мне будет очень приятно. Подписывайся на канал, жми колокол, чтобы ничего не пропустить. На этом я прощаюсь, всем пока-пока.